Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы поговорим с вами о такой технике стемпинга, как 3D стемпинг. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Техника 3D стемпинг на ноготках, скажем честно, не особо носибельная, но эта техника отлично подойдет для декорирования каких-либо предметов, ну, также она считается конкурсной, то есть для создания каких-то конкурсных работ. Сейчас на типсе вы видите бабочку с одним крылом, которую я отпечатала с пластины для стемпинга. Раскрашивала я бабочку при помощи обычных акварельных лаков. Теперь с пластины я отпечатываю эту же самую бабочку, только мне с этого рисунка понадобится только крыло, то есть тело бабочки, усики я убираю. Какие-то крупные лишние элементы я убираю при помощи маленького скотча, ну а тело бабочки я буду убирать при помощи кисточки, смоченной в жидкости для снятия гель-лака. Тельца бабочки и усики я убираю, потому что они уже в данном случае отпечатаны на типс. И единственное, чего не хватает, так это еще одного крылышка. Ну и теперь это крылышко нужно раскрасить примерно точно так же, как и первое крыло бабочки. В данном случае крыло бабочки я раскрашиваю витражными лаками для того, чтобы со всех сторон крыло бабочки смотрелось, ну, скажем так, одинаково, да, и вот эта вот полупрозрачность, она все-таки придает какую-то такую вот легкость, да, самому крылышку. Если бы я раскрашивала лаками для стемпинга, например, да, такими плотными, то с одной стороны крыло бабочки у нас было бы красивым, а с другой стороны, ну, не очень, скажем так. Тем не менее, раскрашивать плотными лаками тоже можно, если перед вами не стоит такой задачи, как показать, скажем так, ну, в данном случае крыло бабочки, да, то есть как бы со всех сторон. То есть если по композиции у вас крылышки будут так расположены, что внутреннюю сторону будет практически не видно, то можно, конечно, раскрашивать и более плотными лаками. После того, как я раскрасила крыло бабочки, нужно подождать, пока лак хорошо высохнет. И вот посмотрите, то есть на прозрачном штампе мы можем посмотреть то, что и лицевая, и изнаночная сторона крылышка у нас одинаково раскрашены. Далее крыло бабочки я перекрываю гель-топом без липкого слоя. Причем здесь обязательно нужно поработать немного тонкой кисточкой для того, чтобы хорошо перекрыть контуры рисунка. Иначе у вас часть рисунка может просто-напросто в дальнейшем остаться на штампе. Гель-топ на прозрачном силиконовом штампе скатывается, поэтому не бойтесь выходить даже немного за рамки контура рисунка. Да? Гель-топ все равно скатается, и в итоге у вас гель-топ будет вот именно распределен по рисунку. Полимеризую в лампе в течение 60 секунд и теперь переворачиваю рисунок. Тут будьте предельно аккуратны, потому что подушечку штампа можно повредить. Я это делаю при помощи скрапера, то есть немного, скажем так, углубляю скрапер в подушечку и затем поддеваю рисунок. Переворачиваем рисунок мы исключительно для того, чтобы и эту сторону также перекрыть гель-топом без липкого слоя. После 60-секундной полимеризации крыло бабочки готово, и теперь нам нужно правильно его закрепить, ну, скажем так, присоединить уже к той бабочке, которая была изначально на типсе. В данном случае крыло бабочки я креплю на гель-топ и полимеризую при помощи небольшого ОФ-фонарика. Также для удобства можно взять какую-нибудь такую вот небольшую маленькую маникюрную лампу. Заполимеризовать гель-топ нужно, конечно же, хорошо со всех сторон. Ну и в итоге у нас вот такая вот красота получается. Для наглядности технику 3D стемпинг я показываю на типсах, но, как я уже сказала, эта техника отлично подходит для декорирования каких-либо предметов. И вот в конце видео я как раз-таки покажу вам предмет, который я задекорировала и в процессе использовала эту самую технику.
Как я уже сказала, раскрашивать 3D детали можно и плотными лаками, только если вы знаете, что изнанку будет особо не видно. Вот, например, как в данном случае, да, вот на дереве, скажем так, бабочка. В принципе, на пластине-то эту бабочку особо и не видно. А вот именно в таком исполнении, да, то есть как бы мы выделили именно бабочку. Саму бабочку я раскрашивала лаками для стемпинга, поэтому с обратной стороны, видите, она просто оранжевая. Ну а с лицевой стороны все как и положено, все красиво. Давайте сделаем еще 3D стрекозу. Ну а пока вы наблюдаете за процессом, хочу поделиться с вами интересной новостью для любителей стемпинга. Дело в том, что скоро начнется нейл-чемпионат именно по стемпингу, в котором сможет принять участие каждый желающий. Вообще стемпинг в нейл-индустрии это не какое-то там ноу-хау, но в конкурсном движении номинация стемпинг встречается на сегодняшний день не во всех нейл-чемпионатах, а тут, представляете, целый такой нейл-чемпионат именно по стемпингу. На этом чемпионате будет множество номинаций по различным техникам стемпинга. И что самое примечательное, то что конкурсную работу можно сделать как на длинных конкурсных типсах, так и на вот коротких демонстрационных типсах. Ну вот на тех, что, собственно, вот в данном видео я и делаю 3D стемпинг. Ну то есть вот самые, что ни на есть, обычные типсы. Я знаю, что любителей стемпинга очень много, и сейчас, в принципе, стемпинг набирает популярность, и намного он сейчас популярнее, нежели, скажем так, 5 лет назад. И так как на чемпионатах, да, на нейл-чемпионатах стемпинг это все-таки новая номинация, не упустите свой шанс заявить о себе. И на ютубе, и в инстаграм я вижу девчонок, которые делают просто какие-то шедевральные стемпинг-дизайны. Вот, на мой взгляд, почему бы не заявить о себе, не показать вот всем, какой может быть стемпинг. И тут главное не бояться. Я тоже боялась, когда первый раз шла на чемпионат, но я понимаю то, что сейчас я понимаю, что эти страхи были просто необоснованными. Сейчас, возможно, кто-то скажет, мы же делаем дизайны, вот эти стемпинг-дизайны на обычных типсах. Вот, так вот, именно на этом чемпионате, да, именно по стемпингу, там будут номинации, где нужно будет выполнить работу именно на обычных типсах, понимаете? То есть вот на маленьких типсах, которые, собственно, ну, я думаю, что есть у многих. И тут не обязательно быть каким-то суперпрофессионалом или гуру по стемпингу. Ну, согласитесь, создать какой-то стемпинг-дизайн на обычных демонстрационных типсах, ну, я думаю, что, в принципе, под силу многим. Надеюсь, для многих любителей стемпинга эта информация будет своего рода знаком, ну или как руководство к действию. А я тем временем возвращаюсь к 3D-стемпингу. Выделить 3D детали можно не только у крылатых. Вот посмотрите на пластине цветочки, довольно незаурядные, но тут каждый лепесточек отдельно выделен. Так вот, такие лепесточки тоже можно сделать в технике 3D стемпинг, просто отдельно прикрепить каждый лепесточек. Ну, то есть отпечатать сначала с пластины, покрыть гель топом без липкого слоя и прикрепить уже на рисунок. Животным, рыбам можно выделить хвост, к примеру. Ну или вот как я на этой пластине взяла дельфина и сделала его таким образом, что он как будто бы выпрыгивает из воды. То есть сам хвост, он где-то там виден под водой, а большая часть тела самого дельфина, она как бы уже выполнена именно в технике 3D стемпинг. Конечно же, не все стемпинг-рисунки отлично подходят для техники 3D стемпинг, но при желании, в принципе, всегда можно найти что-то, что хочется именно вот как-то выделить. Не так давно ко мне пришла пластина от Aprotega GR393. И тут вот горы, вода, камыши, журавли, ветки сакуры. Мне настолько понравилась эта композиция, но на ноготках, на типсах вот полностью эту композицию воссоздать, нереально. Поэтому я взяла с холодильника такой обычный желтый магнитик и отпечатала стемпинг рисунки, то есть на этот магнитик. Перекрыла все это дело гель-топом и решила прикрепить еще и бабочку.
Причем крылья бабочки я настолько основательно закрепила, что даже взяв за крыло, все отлично держится и ничего никуда не ломается. Теперь у нас на холодильнике не какой-то такой невзрачный желтый магнитик, а, если можно так сказать, эксклюзивный магнитик. Такие магниты можно дарить своим клиентам. Думаю, такая красота на их холодильнике займет особое место. Как вы понимаете, при помощи стемпинга можно задекорировать любой предмет, и 3D-стемпинг отлично дополнит эту декорацию. Возможно, сейчас кто-то скажет: да, ерунда, этот ваш 3D-стемпинг, спорить не буду, я со своей стороны всего лишь хотела показать, каким еще может быть стемпинг и в каких случаях можно его еще применить. Ну что ж, вот такое видео про 3D-стемпинг у меня в итоге получилось. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях, я с удовольствием с вами пообщаюсь. А если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как обычно, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!